Такой классный массаж. Вообще, я же чуть не уснула. Надо было клюкнуться. Процедура массажа, она подготавливает кожу к последующим косметологическим процедурам. Это и улучшает лимфодренаж, восстанавливает лимфоток. Масло как для массажа, Наташа? Оно Идеально. легкое и нежное, то есть оно практически Не забивает кожу, да? не чувствуется. Мгм. Ну, то И есть это, легко. нет такого И прям... у Наташи такое, это пальчики такие прям кайфные вообще. Пилинг мы наносим при помощи шприца, капельно, разносим по всему лицу и стираем его в кожу до полного впитывания. Он очень хорошо осветляет кожу, разглаживает мелкие и средние морщинки, оказывает яркий выраженный лифтинг, идеально работает с пигментацией, на сужение пор. Оно прям жжет, Наташа. Прям очень сильно. Очень-очень аж хочется лицо. Сейчас, когда мы будем смывать, тоже будет жжение. Сразу личико такое матовое стало. Да, вы это говорите. А поверх этой маски мы будем наносить глиняную маску. Ну, наверное, все равно в любом случае побольше питания, побольше увлажнения. Но опять же, все по типу кожи. Потому что если кожа жирная, то значит другие маски надо. Здравствуйте! Вы смотрите YouTube канал ProBeauty KZ. Я Бельская Наталья Валерьевна, дерматокосметолог Beauty Club Eden. Сегодня мы будем проводить чудесную биовосстанавливающую процедуру пилинга Арморик и лимфодренажный массаж лица. Начинаем, как обычно, с процедуры с очищения. Очищение мы делаем моим любимым молочком фирмы Джером де Капучини. Оно очень хорошо очищает кожу, не сушит, подходит для всех типов кожи. Очень мягко и деликатно очищает. Перед процедурой пилинга мы проведем легкий лимфодренажный массаж для восстановления лимфотока и снятия венозного застоя. Это улучшит регенерацию после пилинга и обеспечит вывод токсинов. Вообще массажи, процедуры косметологические желательно всегда начинать с массажа. Это и расслабит нашего пациента, ну и плюс в том, что процедура массажа, она подготавливает кожу к
последующим косметологическим процедурам. Это и улучшает лимфодренаж, усиливает лимфоток, восстанавливает, не усиливает, восстанавливает лимфоток. Процедуру массажа мы будем проводить по маслу. Масло у нас розовое, мультирегенерирующее, Жармен де Капучини. Его наши пациенты и мы тоже очень любим. Очень хорошо увлажняет кожу, питает. Идеально подходит как и для домашнего использования, и в профессиональном применении при массаже. Также это масло подходит для лица и тела. В массажное масло входят такие компоненты, как очищенное масло шиповника, экстракт урукума, жирные кислоты ряда омега-6, антиоксиданты и витамин А.
Ну вот на этом процедура массажа завершена. Мы снова сейчас сделаем легкое очищение, уберем остатки масла, потому что процедуру пилинга тоже нужно проводить на очищенную кожу. Айнур, как дела? Да я просто боюсь, это так классно вообще. Данное масло, его можно использовать и домашним, дома, и его можно не смывать. Ну, даже не можно, а не нужно его смывать. Сейчас я перчатки одену. Теперь. Такой классный массаж вообще, я ж чуть не уснула. Надо было хлюпнуться. А? Надо было хлюпнуться. Я прям хочу говорить, думаю, опять, ну, потому что вы там красивые же движения делаете. Думаю, будут мои губы опять шевелиться. Сейчас дождусь. Массаж просто вообще. Так. Масло как для массажа, Наташа? Оно Идеально. оно такое нежное, Можно водичку сюда налить? легкое и нежное, то есть оно практически Не забивает кожу, да? не чувствуется. Мгм. Ну, то И есть это, легко. нет такого И прям. у Наташи такое, это пальчики такие прям кайфные вообще.
Завершили мы массаж. Теперь приступаем к основной нашей процедуре. Это процедура пилинга. Пилинг мы наносим при помощи шприца, капельно, разносим по всему лицу. Показания к данному пилингу являются такие проблемы на коже, как расширенные поры и излишняя жирность кожи, морщины в области глаз, губ, лба, шеи и декольте, постакне и гиперпигментация. Состав пилинга включает трихлорацетат аммония. Он способствует отшелушиванию омертвевших клеток рогового слоя эпидермиса. Перекись водорода регулирует дозированное проникновение в эпидермис препарата, обеспечивает мягкий эффект поверхностного пилинга. И коевая кислота обладает отбеливающим эффектом, уменьшает образование пигмента меланина в коже. И стираем его в кожу до полного впитывания пилинга. Пилинг наносится в 2 слоя. Время экспозиции в данном случае нету здесь ограничений, но выдерживаем от 3 до 8 минут. Данный пилинг можно выполнять как разовая процедура. Этот пилинг называют как процедура на выход. Чем он удобен? Он идет без периода реабилитации и шелушения. Но при этом он очень хорошо осветляет кожу, разглаживает мелкие и средние морщинки, оказывает яркий выраженный лифтинг. Также его можно и проводить курсом. Курс состоит от 4 до 6 процедур, выполняется раз в неделю. Количество процедур зависит от проблемы на коже. Если, допустим, посттравматичные рубцы, постакне рубцы, то здесь все устанавливается уже индивидуально, и курс процедур, и нанесение препарата устанавливается уже индивидуально. Жжет? Жжет. Сильно? Ну, терпимо, но Терпимо? жжет. Мгм. Ну, первый слой мы подождали, теперь наносим второй слой. Противопоказания к данному пилингу являются беременность, кормление грудью, воспалительные элементы в стадии обострения, ну и какие-то гнойничковые заболевания на коже являются противопоказанием, псориаз является тоже противопоказанием. Ну и для любой процедуры пациент должен приходить соматически здоров. Сильнее жжет, да? Мгм. Ну вот сейчас второй слой мы нанесли Айнуре. Немножко сейчас тоже подождем и будем смывать. Смывается пилинг обычной прохладной водичкой. Сейчас немного есть ощущение жжения на коже. Как только мы смоем пилинг, жжение все пройдет и кожа успокоится. Появилась легкая гиперемия, это нормально. Жжет. Мгм.
В этот раз конкретно жжет. Мгм. Что, покраснели? Видно хоть, Ренат? Ну, нет, видно. Ну, я не знаю, как на камере это будет передаваться, но вот зона щечек, лоб немножко покраснел. Первый раз жжет так терпимо. Мгм. Даже когда наносите Мгм. капельки, она немножечко, ну, прям чувствуется сразу. Когда нанесли капельку, Мгм. там и чувствуется. Второе, и оно терпимо, и где-то через какое-то Мгм. время оно проходит. Когда наносите второй слой, оно прям жжет, Наташа, Мгм. прям очень сильно, прям Мгм. очень-очень аж хочется лицо. Мгм. закрыть. Сейчас, когда мы будем смывать, тоже будет жжение. Но как только вот раза два я смою, все, Мгм. жжение пройдет. Ну вот второй слой мы нанесли, выждали несколько минут. Приступаем к снятию пилинга. Сейчас, когда будем смывать, пилинг немножко пощипит. Но как только мы смоем, жжение все пройдет. Сейчас будут немножко такие неприятные ощущения, как покалывание на коже, как мелкие-мелкие иголочки. Жжет? Ну, Проходит? Да, проходит. Сейчас кожа успокоится. Где-то еще жжет? Ну, такое яркое жжение. Мгм. Нет? Всё, вот здесь. Вот, Ручка. вот здесь чуть-чуть. Мгм, мгм. Ну, здесь он больше отреагировал. Мгм. Все. Пилинг мы убрали. Смыли. После пилинга мы наносим маску. Маска увлажняющая, хорошо увлажнит кожу, попитает и успокоит. Сразу личико такое матовое стало. Да, Мгм. вы это говорите. Мгм. Все, наносим масочку. Сразу после процедуры пилинга прям очень сильно заметно, как личико светлее стало. Пилинг хорошо работает на осветление кожи, идеально работает с пигментацией, на сужение пор. Цвет лица сразу такой матовый стал. Это тканевая маска. А поверх этой маски мы будем наносить глиняную маску.
Зеленая глина глубоко очищает поры, снимает воспаление и оздоравливает дерму. В состав маски входят такие полезные вещества, как серебро, кальций, магний, медь, фосфор и цинк. Маски с этим компонентом могут подлечить высыпание и тщательно очистить кожу. А вообще вот рекомендуете сколько раз? Филинг Нет, маски, если в домашних условиях. 2 раза в неделю. А брать лучше как? М? Какие лучше дома? Успокаивающие, подтягивающие или разницы нет? Ну, наверное, все равно в любом случае побольше питания, побольше увлажнения. Но опять же, все по типу кожи. Потому что если кожа жирная, то значит другие маски надо. Все. Держим маску минут 15. Через 15 минут мы смываем. Ну вот, время пришло. Снимаем нашу маску.
остатки маски мы сейчас смоем. Маска тяжело смывается. Представьте, если на все лицо, да, безмарлевый. Да, без марлевой ее неудобно. Ну, то есть ее тоже можно наносить без марли. Но единственное, что будет сложнее ее смыть. Успокоилось лицо или? Да, все, покраснения уже нету. Кожа успокоилась. Ну и в завершении наносим крем с SPF-фактором, пептидный, Germain de Cappuccini. Он еще плюс дополнительно успокоит кожу, попитает, увлажнит. Какой запах приятный. Крема Germain de Cappuccini, они все идут с легким приятным ароматом, легкой консистенцией, не утяжеляют кожу. Ну, на этом наша процедура завершена. Особого ухода кожа после пилинга не требует. Единственное, настоятельно я всегда рекомендую своим пациентам использовать солнцезащитный крем с SPF-фактором не менее 30. Все.